Слава Украине! Привет всем от Волонского. Ребята, в Лондоне начинаются переговоры между Украиной, Великобританией, Францией и Соединенными Штатами Америки по поводу формата мирного договора с Россией, как это будет выглядеть, что и как. Ну, я вчера уже рассказывал об этом, что, что якобы, по словам газеты Wall Street Journal, предлагает администрация Трампа, это трудно сказать, но они пишут, что Соединенные Штаты могут признать Крым российским. Ну, это за что купил, зато продал. Вот. Остальное это прекращение войны по линии нынешнего боестолкновения, а район Запорожской атомной электростанции переходит под управление Соединенных Штатов Америки, и она будет постачать энергию на временно оккупированные территории фашистами, так и на территорию Украины. Вот так. Ну, это то, что они говорят, и верит ли Wall Street Journal, это дело каждого из пионеров, как говорится. По поводу признать Крым российским, знаете, это уже за предел вообще. Но я уже, когда мы говорим о нынешней администрации Соединенных Штатов Америки, администрации Трампа, я уже ничему не удивляюсь. Тут, то есть, могли ли они такое брякнуть? Ну, в принципе, да, могли. Вот. Но является ли это фактом? Нет, не является, потому что, еще раз говорю, это только данные одного издания. Да, но на России уже собрались этого же самого Трампа увековечить. Ну, фактически, да. Значит, они его настолько любят, что Мединский, это один из помощников главаря России Путина, он заявил, что будут переписываться учебники истории. Не, я сейчас не шучу. Вот думаете, что я сейчас ржать буду над этим? Да нет. Значит, план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине войдет в российские школьные учебники. Мединский. Это капец. Это капец. Значит, Трамп настолько нравится рашистам, что они его... И Мединский сам по себе никто, и зовут его никак. Вы же прекрасно понимаете, что без одобрения Кремля вот этот организм ни одного слова не скажет. Но это очевидно, это абсолютно понятно. То есть от сих до сих. Если ему что-то говорят открыть, варежку, он ее открывает. Ему говорят захлопни, он ее как клац и захлопнул. Вы что, ни одного слова, ни одной буквы не скажет. Ни одного звука не произнесет без одобрения из Кремля. То есть понятно, что ему сказали это говорить. А теперь цитата. Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта в Украине, и вообще те удивительные преобразования, охренеть, в американской внутренней политике, ну это да, с этим нельзя не согласиться. Удивительное преобразование, ага. Внутренней политики, которые мы наблюдаем сейчас, они вне всякого сомнения окажутся на страницах учебника истории России, а также учебника всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю. Конец цитаты Мединского. То есть, ну и добавил, да, что мы живем с вами в историческую эпоху, имея в виду Трампа и его компанию. То есть, вот вы прекрасно видите, что весь мир в ужасе от того, что делает Трамп, а на России аплодируют и вносят его в учебники истории. Ну, это наряду со Сталиным, там, ну, другими, значит, экземплярами, подобными ему, значит, там рядом с Мао Цзэдуном, Сталиным, что они там еще учат. Вот, фантастическим, ну, вот, и фантастическими персонажами, типа там Александра Невского, Дмитрия Донского, которым приписывают не весь что. Вот теперь будет там еще один фантастический абсолютно персонаж с замечательной рыжей оранжевый персонаж, скажем так, да. Можно было бы поржать, сказать, что клоун, но нет, серьезно, это российские учебники истории, они так и будут, они, по всей видимости, так и сделают. Дело в том, что Трамп уже додавливает Европу с тем, чтобы согласиться со своим планом. И придется нашим тоже его принимать, возможно. Вот. И вот рашисты это решили по достоинству, собственно говоря, оценить.
Вот знаете, есть такая небольшая ремарка. Годовой бюджет России, насколько я знаю, он в 3 раза меньше бюджета компании Google. Годовой бюджет всей страны, да? И вот просто вдумайтесь на одну секундочку. Какое унижение, да, должны испытывать при этом американцы, что, значит, их, так сказать, лидера похлопывают из фашистского государства, я имею в виду Россию, похлопывают одобрительно по плечу и говорят, может быть, еще и так похлопают, скажут, ну, молодец, Доня, молодец, отрабатываешь. Просто представьте себе уровень унижения, который схлопотал при этом Трамп. Но, понимаете, самое смешное, что для трампистов, для американской ваты, для вот этого мага богомерзкого, это не унижение, это достоинство. Знаете, если все так пойдет, то я не удивлюсь, если он начнет в оккупированном Крыму строить Трамп-Тауэр. Он же сказал, что можно будет делать большой бизнес. Это замечательно. Это абсолютно великолепно. Все будет просто прекрасно, когда Трамп придет и порядок наведет. Да. Да, тут еще интересный момент. Тут есть один шведский обозреватель, зовут его, так я не вижу полностью имени, Андерс Аслунд, по-моему, фамилия. Он в Твиттере задал вопрос такой вот. Был ли когда-нибудь в США президент с таким низким IQ, как Трамп? Насколько низок его IQ? Конец цитаты, да. И да, то, что вот это вполне вероятно, вот это развитие событий, что именно так все может и завершиться на данном этапе, говорит о том, что в Рим на похороны Папы Римского летит Трамп. И, как оказалось, туда еще летит Зеленский. И это будет как раз 26-го, если я не ошибаюсь, 26-го, скажите мне, апреля. А до этого, 23-24 апреля, переговоры в Лондоне между делегациями США, Великобритании, Франции и Украины. А после этого Витков летит на Россию туда, видимо, оговаривать то, в каком виде Трамп будет внесен в русские учебники истории. Вот. Ну и, собственно говоря, все остальные вот эти вот моменты, когда, как говорится, все они встречаются, ну, по всей видимости, будет какое-то решение окончательное или близко к окончательному. Ну, меня лично по этому поводу, у меня двойное такое, двойственное чувство. С одной стороны, война, конечно, должна закончиться. С другой стороны, так как она заканчивается, и так как она могла бы закончиться, будь в Соединенных Штатах Америки нормальные люди у власти, ну, или, скажем так, да, может, не нормальные, мы их назовем, потому что некоторые считают этих нормальными, назовем их, ну, обычные американские президенты, или нормальные американские президенты, которые были все до этого. Вот. Ну, а вот этот вот такой вот, и нам на него повезло, вот на такого. То, конечно, скажем так, заставить Россию уйти с оккупированных украинских территорий, это запросто было. Вот, просто включить санкции дополнительные и следить за текущими санкциями. И все, Путин сбежал, поджав хвост. Вместо этого, значит, Трамп присмыкается перед Путиным, унижается перед Путиным, лижет Путину пятки, лижет Путину попу и все остальные места. Язык у Трампа уже, судя по всему, длиной 1,5 метра при этом всем. Путин, естественно, борзеет. То есть Трамп, вспомните, что Трамп ляпал своим умным языком еще до начала переговоров. То есть он сдал все переговорные позиции еще до их начала. О чем можно было переговариваться потом, уже дальше непонятно. Когда наезд шел на Украину вместо того, чтобы на путинский рейх это делать и так далее. То есть абсолютно очевидно, что Трамп по быстрячку решил, как говорится, срубить себе славы великого миротворца и за счет Украины порешать все вопросы. Вот, собственно говоря, что он делает. Но он же не учитывает один момент. Да, понятно, что самому Трампу наплевать на Европу, наплевать на Украину, наплевать на абсолютно все. Ему нужно сделать две вещи, чтобы были. Значит, первое, это чтобы хозяин, то есть Путин, его похлопал вот так вот по какой-то части тела, вот, чтобы он, значит, выглядел хорошо. Это первый момент. Ну и второй момент, что
его должны считать великим миротворцем вот эти вот товарищи ватные, которые его самого избрали. Вот тут он достигает, как говорится, успеха. Путин его вносит в учебники российской истории, наравне, я же говорю, с другими вот этими персонажами, собирателями земли русской, так сказать, в кавычках, да. Вот. А магопитеки говорят: о, да, великий миротворец, да. Хотя все это могло закончиться по-другому, если бы действительно в Америке был президент, а не вот это вот, ладно, не будем говорить, не буду говорить некрасивых слов, да, то, конечно, результат войны был бы совершенно другим. Но теперь все смотрят на Америку. Да, еще почему, ну, мне сейчас скажут, да к Америке пофиг, до Украины, собственно говоря. Чего она должна за украинские интересы вписываться? Она должна защищать только свои интересы и в интересах Америки закончить войну как можно быстрее. Почему как-то по-другому Америка себя должна вести? Объясняю, почему как-то по-другому. Дело в том, что да, она себя и ведет приблизительно таким же образом, грубо говоря, в каких-то конфликтах между Руандой, например, сейчас и Конго, да. Вот, действительно. Одно только есть, одно небольшое но. Украина отказалась, благодаря Америке, отказалась от третьего по величине в мире ядерного арсенала. И подписывал Будапештский меморандум не Вася Пупкин, а президент Соединенных Штатов Америки. И просто сейчас Трамп взял и харканул на эту подпись. Он сказал: да мне вообще плевать. Мне вообще плевать на то, что у Украины было когда-то ядерное оружие. Мне плевать на это все, мне плевать на всех. Я хочу сиюминутный результат. Как можно проще, это значит надавить на Украину. На Россию он давить не собирался. Вот. И, собственно говоря, прийти к тому, чтобы заставить Украину принять вот такие вот скотские условия. Вы думаете, весь мир этого не видит? Конечно, видит. И вот сейчас, скажите, они смогут заставить Иран отказаться от ядерного оружия? Никогда. А Пакистан? Никогда. А Израиль? Никогда. Вот и все. Вот и все, о чем мы говорим. То есть и Северную Корею. Ну, за Северную. Кстати, еще один вопрос. По поводу того, надо было отказываться от ядерного оружия или нет. Посмотрите, как сейчас Трамп лебезит перед Ким Чен Ыном. То же самое. Язык Трампа на 1,5 метра высунут, и он обрабатывает задницу Ким Чен Ына с утра до вечера. Почему? Потому что у Кима есть ядерная бомба. Если Трамп только свой язык, как говорится, как хамелеон, затянет туда вовнутрь и перестанет лизать, соответственно, Ким может и шарахнуть. И средства доставки у него тоже есть. Да. А Трамп его за это и уважает. Нам нужно смотреть на Кима в этой ситуации, вообще на всех вокруг, посмотреть, кто еще отказался от ядерного оружия в какой-нибудь ситуации. Ну, Казахстан еще отказался. Вот. Но Казахстану это тоже может боком вылезти. Почему? Потому что агрессия России никуда же не делась. Россия шизоидная страна, она все равно кого-то должна атаковать, она должна резать, она должна убивать. Это ее природа, да, мерзкая, богомерзкая. И поэтому все равно им нужна война. Они на кого-то будут нападать. И у них сейчас есть два варианта. Украина слишком жестко защищает себя. Ну вот есть вариант Казахстана, который тоже отказался от ядерного оружия. Либо, пока еще Трамп у власти, Эстония, Латвия, Литва, может быть Польша, но это вряд ли. Скорее все-таки Эстония, Латвия, Литва, Литва даже, да. Сувалский коридор, вот это вот. Угу. Вот так вот, то есть такие пироги. Из этого всего, как говорится, большего позора, чем войти в российские учебники истории, конечно, не может быть. Хотя, в принципе, если бы сейчас был 1939 год, и с такой постановкой вопроса, я уверен, что Гитлер бы внес Трампа в учебники истории нацистского рейха.